Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, может быть, удивляетесь этому месту, где я сейчас нахожусь. Это место интересное. Это галерея, винтажная галерея, где представлены здесь вещи антикварные, винтажные. Находится это место в Петахтикве, на Гисин 65. Вот так это выглядит. Это вход. Вот это улица Гисин. И вот здесь... Эта галерея работает с раннего утра, 6 утра до 5 вечера, каждый день. В пятницу она заканчивает пораньше, до 3. И в субботу тоже открывается, тоже с утра, с 8, кажется, и работает почти весь день. И вот здесь вход, здесь центральный вход, но он закрыт, и надо обходить, чтобы зайти сюда. Здесь представлены вещи, вот такие гипсовые статуэтки для сада, для парков, ну, для своих как бы частных владений. Посмотрите, очень много всего. Шикарные вазы. Кажется, это железо. Да, это железо. Посмотрите, какие вазоны. Замечательные львы огромных размеров в натуральную величину. Вот такой фонтанчик. Цены, естественно, можно спросить у продавца внутри. Продавец здесь замечательный, очень громко говорящий, но интересный человек. Постоянно его речь переходит в крик, так бы я сказал. Сейчас вы его увидите еще. Эти какие львы огромные. 2 красавца. Вот вы обходите вот так вот. Здесь есть стоянка, можете заехать. Вот такая стоянка. И вот сам вход в магазин. Такой вход. Вот сам хозяин. Это вход в магазин. Здесь есть прекрасные вещи. Посмотрите, какой телефон. Цены здесь, конечно, не маленькие, но вещи очень красивые. Магазин 3 этажа. Представляете? Что я заметил, здесь очень шикарные настольные часы. Их очень много. Сейчас я вам покажу еще. Есть специальный этот зал. Их полно. И очень крутая керамика. Очень красивая. Цены, конечно, кусаются. Вот, для примеру, 2200 шекелей. Такая подставка, вот такие вазы. Вот. Но здесь не так дорого. 490 шекелей. Но очень красивый винтаж. И его очень много. Здесь есть небольшая мастерская при входе. Они здесь реставрируют мебель и другие вещи винтажные. Очень много полок с разными товарами. Какая пушка красивая. 1200 шекелей. Очень много часов. Смотрите, какие настенные красивые часы. 3000 они стоят. Вот так. Идем дальше. Как я уже говорил, много керамики и очень красивых часов. Я уже говорил, что таких мест в Израиле не так много. Именно галереи, где представлены многочисленные антикварные вещи. Кажется, эта винтажная лошадь из мрамора стоит дороже, чем настоящая. Посмотрите цену. 25 000 шекелей. Она, конечно, красивая, но очень дорогая.
Лампы великолепные просто. Смотрите, какое стекло красивое. Если вы уже слышите, как кричит продавец этого магазина, сейчас мы его все равно еще встретим. Голос у него очень звонкий. Слышно за километр. Великолепная ваза. Этот набор стоит 700 шекелей. Очень красивые чашки кофейные и кофейник. А вот кошечки. Красавица. Одна стоит 10 тысяч шекелей, а вторая подешевле. Всего лишь 6. Я в своих видео особое внимание уделяю часам, потому что мне эта тема близка. И здесь просто поразительные часы есть. Просто настолько красивые. Вот цена, пожалуйста. Еще тема мюрановского стекла тоже мне не безразлична. Вы посмотрите, здесь две мюрановские рыбки. Одна стоит 300 шекелей, другая 400. Очень симпатичные. И статуэток, и много статуэток, которых просто полно здесь. Смотрите, какие леди. Все леди примерно по 500-600 шекелей. Магазин этот, если я уже не говорил, 3 этажа. Пройдемся по всем этажам. Поразительные здесь часы, конечно. Просто выбор огромный. И статуэтки тоже поражают воображение. Это просто произведение искусства. Посмотрите, какой фарфор. Целые сценки. Как это все искусно сделано. Вы, наверное, слышите звук продавца этого голоса. Вот так он разговаривает. Его я показывать не буду, людей я не снимаю. Я его не перекричу, конечно. Не знаю, будет ли слышно меня. Но птицы эти тоже. Посмотрите, какая птица, какая цапля. Он кричит так, что слышно, наверное, по всей Петах-Тикве. Вы представляете, какие это часы? И они стоят как неплохая машина. 60 тысяч шекелей. Поднимаюсь на 2-й этаж. Смотрите, как этот магазин выглядит сверху. Как музей. Вернее, это не магазин, это галерея. Да, поразительные вещи. И здесь, конечно, мебели полно. Мебель разная, столики красивые, такие кресла. Оба кресла стоят 16 тысяч шекелей.
Какая собачка. Как живая. Очень много всего. Глаза разбегаются, честно говоря. Какие птички. И поразительные лампы. Очень красивые. Это стоит 3300. Это тоже 3300. Красота неописуемая. И картины. Я очень люблю морские пейзажи. Вот один из них. 1900 шекелей стоит она. Да, и вот светильники, посмотрите, настенные. Целый ряд. Не дешевые. По 3000 шекелей. 1000 шекелей. Есть вот парные. И по несколько штук. Вот, посмотрите. Бронза, наверное, я думаю. И такие, как в форме фонарей старинных. И опять часы. Везде есть красивые часы. Я заметил такую каравеллу. Какая красивая. Стоит она 9000 шекелей. Это тоже бронза с деревом, кажется, и с камнем. Очень красиво. Я заметил необыкновенные часы. Смотрите, здесь такая дама, в такой переносной карете, два таких кавалера ее сопровождают. Интересная вещь, необыкновенная. Ну, вперед на 3-й этаж. И опять часы. 22 тысячи. Представляете? Вот так. Вот такая их цена. Вау. Огромный этаж 3-й. Поразительные вещи, честно. Эти две какие вазы. Каждая стоит 14 тысяч шекелей. Настоящий антиквариат. Зеркала любых размеров. Вау. Действительно, это как поход в музей. Смотрите, какая скульптура, а? Охотник с собаками со своими. Фрагмент охоты. Класс. Очень красиво. А вот, вот. Это типа... Ага, такая лампа, представляете, поразительная. С павлином, как фонтан. Фонтанчик. Стоит 6 тысяч шекелей. Еще один корабль. Еще одна каравелла. Красивая. Вот ее цена. Все смешалось. Кони, люди и цены. Цены, конечно, очень кусаются, но это настоящий винтаж, настоящий антиквариат. И поэтому он очень дорогой.
посмотрите, какой объем. 3 этажа. Вот даже девушка удивляется вот это. О, вот эта ваза, вот это размер. Китайская. Где-то, наверное, больше метра она. Цены не вижу. Есть, конечно, и мелкие вещи, вот такие всякие чайнички, керамики полно. Ну, как бы и по более доступным ценам. Часы поразительные. $12 000 они стоят. Орел, ты какой орел! Какие крылья! Красотища! 12 000 стоит орел. Еще одна ваза гигантского размера, китайская. Я хотел присмотреть себе здесь часики настольные, но вижу, пока в мой бюджет практически ничего здесь не вписывается. Может быть, что-то и найду себе. Я еще все не обошел. Эти какие комоды старинные, очень красивые. Один стоит 5000, а второй 9500 внизу. Вот такая девушка застенчивая и недорогая, всего 2500. Ну что, спускаюсь вниз, продолжу. Я не все еще там пересмотрел. Ага, вот и на вазу цену я нашел, не заметил сначала. Стоит она 2900. Огромная тоже, красивая. Спускаюсь вниз обратно. Я вхожу в основной зал, и здесь поразительная коллекция часов настольных. Посмотрите, какая красота. На любой вкус и цвет. И бронзовые, и вот майолика здесь. Смотрите, какие часы классные. Вот эти вообще поразительные. Очень много бронзовых вещей и бронзовых статуэток. Вот эта ваза тоже, вау. Очень красивая. Светильники. Я говорил, что здесь очень много винтажной, антиквариатной мебели. Посмотрите, какой шкаф. Какое трюмо. Поразительная. Какая работа. Еще один. Очень красивый. Карета. Какая работа с бронзой, керамика. 13 000. Музейные вещи все. А здесь есть и украшения. Здесь кольца. Это надо все рассмотреть, мелочевку по отдельности. Наверное, это золото. Потому что цены тоже не маленькие.
И опять часы. Вот какие классные. Маленькие настольные часики. Большой ценой. Вы слышите, как кричит продавец. Его трудно перекричать, но я перекрикиваю и его, и музыку, которая здесь сопровождает здесь музыкальный фон в галерее. Пытаюсь перекричать их обоих. Настенные часы тоже поразительной красоты. Такая тоже ваза. Очень красивая. Наверное, китайская. Я заканчиваю свой обзор. Вот эти часы меня, конечно, поразили. По стоимости небольшой машины. Хорошие причем. 60 тысяч шекелей. И вообще поразила эта галерея. Всем советую посетить. Очень красивые вещи. Может быть, не всем это будет по карману. Но в качестве похода в мини-музей советую. Очень красивые вещи в одном месте, 3 этажа. Так что вот так, друзья мои, приходите сюда, смотрите мой канал. Буду вам показывать еще интересные галереи по всему Израилю. Их не так много, но они есть. Так что смотрите мои видео. Всего хорошего, друзья, и до новых встреч.